В Нижнем Новгороде стартовал совершенно новый проект, который называется «Бои белых воротничков». На кастинге было отобрано примерно 50 мужчин без профессионального прошлого в единоборствах, которые уже через месяц столкнутся в клетке в настоящих боях по правилам ММА. Все будет отлично. Покажем хорошие, красивые бои. Страшно. Боюсь. Встречаем бойцам. Сильно не судите, это не профессиональные бойцы, это любители, которые хотят выступить здесь. Вот, и показать себя как бойцов, как мужчины хотят подраться на ринге. Поэтому сильно не судите. И давайте поддержим их сегодня, они первый раз выступают. Перевоспитать взрослого человека достаточно трудно, потому что самое важное закладывается с детства. Где мама? Вот. А где папа? Вот. Вот. А где Тёма? А где Тёма? Смотри, вон там Тём, да? Тёма, да? Если вы хотите воспитать сына настоящим мужчиной, научите его отвечать за свои слова и поступки. С детства всегда завидовал тем ребятам, которых отдавали в профессиональный спорт. В семье не было такой возможности. И занимался тем, чем мог. То есть там бегал, катался на лыжах, то, что было под рукой, занимался таким спортом. А ребята, которых отдавали в город на карате, очень им завидовал и всегда мечтал к ним подтянуться и быть выше. Всегда хотелось быть первым. Так, итальянцы. Ну, я знала, что мой сын спортивный. Ему интересно это было. С детства причем. Поэтому я не удивилась. Начинаем, парни. Открываем свой организм. Легко бежим. Никуда не гордым. Он как бы был маленький, задиристый, вечно гоняли его, но он никогда не спускал. Он, то есть последний, сдачу даст. Я в свое время там какие-то полгода занимался там тайским боксом. Так пробежки это все не то. Делаем короче. Падаем все. Упор лежа. Я вместе с вами. Парни, мне 42 года. Парни, если вы не сделаете, вам будет стыдно. Для меня всегда очень трудно давались его соревнования, его бои. Я всегда очень переживала. И тут вдруг опять соревнования, и вроде уже таким статусом. Было переживательно очень. Я очень-очень люблю Сильвестра Сталлоне. Мой кумир. Рокки Бальбоа фильм просто от Бога. И в детстве отец мне показал этот фильм, и я подумал, почему бы и нет. Думал, как бы шутки, может быть, все это все несерьезно. Но когда в итоге действительно он прошел, когда он сказал, что действительно его приняли в этот проект, я была удивлена. Раз в год, раз в 2 года надо как-то получать этот эмоциональный взрыв, нагрузки давать для организма. Мы только азы изучаем сейчас, потому что времени очень мало. Чему-то можно научить, на технику времени мало. Поэтому основное, какие-то моменты, элементы борьбы, то, что их приведет к победе. Самое сложное было на проекте понять, что тебя будут бить. Приходите, потейте. Через месяц посмотрим на каждого из вас. Людей было у нас около 60. Все хотели участвовать, все были разные. Кто-то крупный, кто-то там качок. Ты уже примерно потенциально знаешь, кто твой соперник. И среди них осталось всего 24, которые хотели дойти до финала. У каждого была цель. Хотелось проверить, на что способен. То есть
Я в себе, в принципе, всегда уверен. Пришел на этот проект ради того, чтобы проверить себя, настоящий ли я мужчина, и познакомиться с хорошими ребятами, найти новую компанию. И ребята неизвестные, кто откуда пришел, все там с разными своими категориями, с разными умениями, с разной профессией. И как-то хотелось посмотреть, кто что из себя представляет, ну и показать себя. Второй номер, что делать? Я же говорю, первый номер ударник атакует, второй номер борец, вторым номером вытягивает на себя и проход в ноги. Я скажу, когда меняться. Приготовились. Ребята отличаются чем, да, потому что они все здесь вот так махнули и пришли сюда. Мне нравятся такие люди, которые, ну, отчаянные, так скажем, решились и пришли. Вот, от них идет какая-то положительная энергия. Ой, я знаю, кто так делает. На первых этапах как бы жена была против моих похождений туда. Конечно, ругался. Я не знала, потому что чем это закончится. По секрету сказать, видела, у них специальная группа там создана была, они как бы общались, да, между собой. И я втихую проверяла, смотрела, там, конечно, такие вещи были написаны. Мне было страшно, жутко страшно. Потому что меня там покалечат, у меня ребенок, там всякие много-много доводов приводила, но потом она поняла, что да, действительно, ты мужчина. Настоящий мужчина тот, который постоит всегда за себя, за свою семью, за своих родных, друзей, близких, за свою девушку. Он такой, какой, в общем-то, и должен быть настоящий мужчина. Он служил в армии. Домой, к родным и близким. Шагом марш! Знаете, некоторые, вот, может быть, не ходить, не служить, пусть кто-нибудь другой. Нет, ни разу. Он говорит, я пойду, я буду. И, конечно, он там всем показал, как это нужно делать, как нужно защищать Родину. Служил он, не служил, как он ведет себя в семье, как он ведет себя с чужими людьми. Это большой пример для мальчика в первую очередь. Я считаю, что армия, она нужна для каждого мужчины, который может туда пойти. Если человек не может по каким-то определенным причинам, его же нельзя записывать в мужчину. Он тоже мужчина, просто по каким-то критериям он не прошел. Конечно, с Максимом все совсем по-другому. Он как настоящий папа, он там, если сын стукнулся, он вставай, не плачь, он из него прям мужика стержень делает. Если он видит, как поступает папа, что делает папа, так и будет поступать он. На, дядя, сюда, дядя. На. Все, бой закончен. Все, пить. Пойдем пить. Для этого нужен папа, настоящий мужчина. Папа у нас тоже спортсмен. И, в общем-то, я занималась легкой атлетикой. Поэтому как-то детей воспитывали в таком духе. К сожалению, отец не дал такой привычки, не отец снимать в свое время. Но вот сейчас я понимаю, когда я уже стал отцом, я понимаю, что это нужно. И 3. Да. Еще? Да. Поцелуй бабка. Отец пример для меня. Отец мне очень много дал. Я благодарен ему за это. Он всю жизнь занимается, до сих пор занимается. Тяжелой атлетикой. Само поведение родителей, оно влияет на то, какими вырастут дети. Потому что если говорить одно, а делать другое, дети видят поступки. Говорить можно много. Во-первых, я ходила в храм утром. И молилась. Это же было вербное воскресенье. Когда вот ходишь в такие места в церкви, у тебя как-то эмоциональный взрыв происходит в душе. И когда прислонился, когда попросил о помощи, о том, что дал духовную силу, дал какое-то мужество, что ли, в бою, потому что это был мой первый бой, и я как бы не знал результат этого. Да, хотелось победить, да, хотелось, но противники все были сильные, и не знал, что. Главное была вера, главное был дух. Я считаю, воспитывать надо тем же самым походом в церковь, чтобы он действительно верил в Бога.
он уже понимает, что надо, вот есть иконка, надо ее целовать и надо лобиком приложиться. Когда мы приходим в церковь и говорим: Артем, поцелуй. В церкви тишина, и вот он вот это чмоки, вот это, ну, как бы всех улыбает это. Если человек не хочет, то я не считаю, что его нужно заставлять, потому что без желания только наоборот наносишь вред. Победа стоит на 3 китах. Первый – это вера в себя, вера в Бога. Второе – это сила воли, проявление характера. И третье – это интеллект. В совокупности получается такой некий боец, человек думающий, человек способный победить. Защиту и апперкот. То есть у нас получается вот таким образом. Вот. И сокращаем дистанцию, заходим чуть, смещаемся влево и закидываем левый апперкот. Сложно будет? Учитесь, ребята. Не можем назад идти, мы должны вперед идти. Если у тебя много негатива, лучше приди в зал и этот негатив в зале на груши, на том же мешке выплеснуть. В зале их научат правильно драться, правильно падать, правильно принимать удар. Не обязательно ходить в дорогой зал. Можно ходить просто во двор на турники и брусья и бегать вокруг этих же брусьев, турников, найти какой-нибудь стадион, пробежался, здоровье чуть поправил, подтянулся, пошел, все это себя чувствуешь лучше. Спорт – это не то, что ты дома там повесил грушу, побил, и ты занимаешься спортом, и все хорошо. Спорт – это в первую очередь, я считаю, что выйти из дома. Рэпера не хватает такого. Для чего делают этот проект? Найти не одного хорошего, отличного бойца, а для того, чтобы создать настоящую дружную команду. Во. У них уже такая команда получается. Ну, они так вроде уже сдружились все. Вот. Не знаю, что в конце будет на самом деле. Ну, на самом деле, взвешивание должно было быть красивым в субботу, но так как сейчас четверг, у нас вот в таких бытовых условиях все происходит. Я смотрю, уже сильно с тренировки-то все это... Не уползают? Ну, не уползают, как на первой тренировке. Я уже с половиной тренировки хотел уйти домой. Цель, на самом деле, у меня лично такая была. После боев они, я думаю, будут дружить, они выяснят, кто сильнее, кто слабее, и, возможно, они продолжат заниматься. Такой небольшой стресс перед выходом на ринг. То есть это немножко забыл за эти годы. Он уже больше 5 лет не выступал. Красного ринга Алексей Смирнов. Бойцы готовы? Бой! Я первый раз вообще на таком мероприятии была. И пропустить бой брата я просто не могла. А дочь очень аккуратно мне присылала видео. Сначала она прислала разминку боя. Но, если честно, я смотрела спокойно, потому что сын занимался и дома. Я даже сама втихаря, признаюсь вам, снимала на видео. Но когда она мне прислала сам бой, вот у меня было такое ощущение, что сам Бог ему помогает. Вообще не представляю, когда мое, да, человек, с которым я живу, которого я люблю, и, ну, вот это все будет с ним происходить. Я буду переживать, и он будет видеть меня, и будет переживать за меня. Бойцы на середину. Поприветствуйте друг друга. Страх есть всегда и во всем. Вот что бы ты ни начал. Начинаешь кататься только на велосипеде, у тебя есть страх упасть. Начинаешь водить машину, у тебя есть страх попасть в аварию. Вот
Что бы ты ни начал, у тебя всегда есть страх. Ему не страшно то, что ему будет больно или там что-то, да, ему страшно будет за меня, что я это вижу. Для меня это было морально тяжело, я не смогла, вот просто я не смогла попасть туда. Поддержка в таких моментах очень важна. Пусть это будет пара человек, твоих близких, которые действительно за тебя переживают. Ребята сидят в одном углу, знал, что у меня там друзья пришли там в другом углу, но когда я услышал, что прям чуть ли не вокруг ринга издается там Дима, Дима, вот эта поддержка. Вначале гости все кричат, там да, бей, еще что-то. Поначалу слышал их. Потом просто мозг отключается, и ты видишь только соперника, больше никого. Бился достойно Лёшка. Я сказал, что Алексей мужик. Я видела, что он поступает по-мужски, не пускает руки, молодец. Показал себя мужчиной. Не мальчиком, а мужчиной. Бывали моменты такие в голове, когда вот, Макс тяжело. Макс, вроде, может быть, не надо. Нет, я пришел, я должен дойти до конца. Честно говоря, я не думал, что он дойдет до финала. Он не внушает в тебя, что он боец. И тем не менее, вот он всем своим видом показал, что я готов. Он вышел в ринг и сделал. Время! Я на самом деле запереживала больше за здоровье. Уже были мысли, что пусть он не победит, но главное, он был бы жив-здоров. Продолжаем бой. Бой! Ты смотришь на этого человека и поражаешься. Ты в шоке просто от того, что он делает. Как это возможно? У него лицо все в крови, он встает. Там просто пошла такая мотивация, такой адреналин, и там чувство, что не можешь проиграть, ты должен сделать все, но вырвать эту победу. Дозирование поддержи наших бойцов. Вот даже когда у него уже не было сил, у него появлялись эти силы. Он с какой-то дерзостью, он доказывал сам себе, что я могу, у меня получится. Я оправдаю надежды своих родных. Я не подведу сестру, я не подведу свою маму, отца, который тоже за него болел. Зная характер своего брата и упорство, упрямость в какой-то степени, я думаю, что это взяло верх. Стоп! Время! Воды дай уже, а! Я вот делаю вот так вот. Вот у меня вот так получается. Макс, смотри. Такого не было. Смысл было начинать, если ты не дойдешь до конца. Это раз. Во-вторых, я хотел посмотреть, что будет в конце. Техническим нокаутом выиграл боец Максим Тарасов! Сразу как бой закончился, мне даже не дали с ним поговорить, мне друг его лучше позвонил и говорит: Настя, твой муж, он настоящий победитель, он выиграл. И у меня просто слезы потекли, я вообще обрадовалась, но это было круто. И я могу смело заявить, что да, я могу защитить свою семью, несмотря на свой страх, несмотря на свой риск. Он подумал, прежде чем выходить на второй раунд. Побеждает боец синего ринга Павел Дроздов! Но он потом сказал, что я вышел оттуда победителем, несмотря на то, что проиграл. Техническим нокаутом выиграл боец синего угла ринга Шишин Дмитрий! Просто не позволил себе проиграть и вырывал победу там на морально-волевых качествах. Все, за что он берется, ему все удается. Не потому, что ему легко, нет.
а потому что у него такой характер. Если не я, то кто? Мальчишка должен уметь постоять за себя, что если он, даже, извиняюсь за выражение, получит в нос, он не растеряется. Если он будет подготовлен к этому, он не упадет, он даст сдачи. Когда видят человека с синяками, думают все, первое мнение, не спортсмен, а выпил, получил. Он всегда занимался спортом, он всегда защищал девочек. Когда Рита училась в начальной школе, был такой случай, когда мальчик довольно крепкий обидел Риту. Я этого момента не видела, но она ко мне подошла со слезами и рассказала. Я еще не успела предпринять ничего. Но сама я педагог, я и не могла, собственно говоря, каким-то образом этого мальчика обидеть, что ли. Только могла пожурить. Дима оказался быстрее. Он нашел этого мальчика, каким-то образом разобрался. Я этого тоже не знаю. Этот мальчик подошел и попросил прощения. Вот это я запомнила. Его даже никто не попросил, чтобы он пошел, потому что он был совсем маленький. Вот поэтому я считаю своего сына настоящим мужчиной. Важно то, что человека внутри. Может быть, он крепкий орешек на самом деле. Может, он себя может проявить в экстремальной ситуации, но надо его в эту ситуацию поставить. И как раз-таки этот проект позволил ребятам побыть в этой ситуации. В быту они уже устали от всего этого, да, и их вот просто взяли и в другую жизнь поставили, да, и они попробовали свои возможности. Это здорово, это классно. И таких проектов должно быть много. Полностью поддерживаю такие проекты. Это было очень круто. Это развиваешься там и духовно, и физически. Тебя подтаскивают там во всех направлениях. Этот проект приехал из Донбасса в Нижний Новгород. Впервые решили подобный проект сделать, и многих он зацепил. Да хоть из Донбасса, хоть я не знаю, там, из Украины, из Америки или из Японии, это без разницы. Этот проект несет могущество какое-то для развития. И это шоу, если оно поддерживает, если оно помогает кому-то поверить в свои силы, то это замечательно. Значит, это нужно делать. Это здорово, что все собираются и все в ринге встречаются дружески, не воюют, а выясняют отношения просто в ринге по дружбе. Вот это здорово. Это альтернатива наркотикам, курению, пьянству. Вот она. Вот, иди и занимайся. Тебя обучат. Ведь он сражается не просто так, чтобы, грубо сказать, накачать свои мышцы, а для того, чтобы вот именно помогать людям. Чтобы в какой-то момент быть рядом и помочь. Просто чтобы иметь красивое тело, это многие делают. Вот я такой красавчик. А если бы все старались, все были настоящими мужчинами, у нас бы и жизнь была другая.